Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы с вами рассмотрим также один из важных, очень важных вопросов в эзотерике. Что такое очищение и что такое достижение чистоты? Надеюсь, эти слова все слышали, но задача придать этому объем, да, форму, да, сделать понимание немного глубже. Данная тема слегка пересекается с тем, что мы рассматривали в одном из предыдущих роликов. Итак, что такое чистота и что такое нечистота? В первом приближении давайте попробуем с вами нарисовать следующую картину. Вот когда мы говорим чистота, что это? Смотрим человек, да, душа, его чакры, там тонкие тела. Вот что это за картинка? Все сияет, ничего лишнего, угнетающего, ломающего, темного, неприятного нет. Да? Энергии много, тонкие тела большие. Да, это человек, который радует сердце. Я имею в виду человек, он на физическом уровне будет радовать, но это вот в тонком мире, что мы видим. Это классная сияющая энергия. Что такое, когда у человека вот этой чистоты нет? Да, во многих случаях, да, подавляющее большинство людей, они выглядят примерно как вот человек, облили его клеем и сверху высыпали, ну, весь мусор, который там был под рукой. Да, вот это примерно как выглядит средний человек в тонком мире. Почему? Да, потому что много очень различных заблуждений, негативных программ, они, в свою очередь, ведут к негативным воздействиям, к негативным последствиям. То есть схему мы с вами рассматривали. Да, вот наше сознание, чакра, записали негативную программу, негативная программа сформировала негативную энергию и запустила процесс бить себя, и запустила процесс угнетать окружающий мир. Да, то есть негативная программа запускает негативную энергию, на негативную энергию, ну, в хорошем случае намет, а в плохом мухи на совсем не намет. Вот они слетаются, различные воздействия. Вот они формируют такую картину, что человек со всех сторон чем-то облеплен. Да? И по состоянию это что? Сил не хватает, энергии, воодушевления, радости не хватает. Ему тяжело, ну реально тяжело. Да, и программу угнетают, и еще негативное воздействие извне. А негативное воздействие извне притягивает что? Негативная ситуация. Да? Если картинка противоположная, человек позитивный, да, вот чистый, в нем этого нет. Да, там каждая негативная программа – это не светлая энергия, поэтому серенький, там, темненький, ржавенький какой-то другой. А если человек позитивный, он сияет, да, то есть его программы формируют светлые энергии, они запускают позитивные реакции на окружающий мир, они дают ему светлое покровительство, да, и высшие силы помогают человеку идти по жизни, и он притягивает, да, позитивных людей, позитивные обстоятельства. Конечно, это не гарантирует, что все будет абсолютно хорошо в жизни. Да? Если человек идет к какой-то цели, все необходимые преграды, испытания он должен пройти достойно. Но вот этот человек, да, вот, чистый, без негативных воздействий, он испытывает несоизмеримо на порядке более сильные состояния. То есть это счастье, это восторг, это чувство, это огромная там вера, это избыток энергии, энергия там бушует внутри, да, в идеале, там мощная энергия. Ну, у второго наоборот, страдание, слабость, ну или агрессия, там, саморазрушение или негативно окружающий мир. Он счастлив, у него море энергии, у него есть право идти к достойным целям. Да, если у человека есть негативные программы, то, как правило, это запреты на достижение целей. Ну, предположим, если к человеку нет доверия, то у него не может быть деятельности, основанной на доверии. Да, если вдруг по ошибке ему такую работу дадут, он что-то украдет, его потом отловят, побьют или в тюрьму посадят. Да, но в целом у него нет права на работу, заслуживающую доверия. Да? Или если у него нет этики, то он не может заниматься эффективной деятельностью, где этика, скажем, переговорщик, да, где этика необходима. Да? Поэтому и с точки зрения логики, с точки зрения кармических запретов, он не может эффективно двигаться вперед, пока не освободится вот от этих ограничителей, от этих ошибок. Да?
Поэтому достижение чистоты во всех духовных школах и направлениях — это глобальная задача, это конечная цель — достичь чистоты. То есть что такое достижение чистоты? Ушла последняя негативная программа и ушли последние негативные воздействия на сознание и, во многих случаях, да, и на судьбу человека. Да, вот это чистота, отсутствие программ внутри и отсутствие негативных кармических воздействий. Это одна из целей развития, и в данном случае мы ее реализуем, в том числе на наших занятиях. Сначала мы осваиваем сам инструмент, что такое духовное целительство. Это как раз вот способность решать вот эти задачи. Обнаружить негативное воздействие, понять его первопричину, провести все необходимые технологии, чтобы перепрограммировать свое сознание, да, пообщаться с тонким миром и убрать все неприятные последствия, да, чтобы человек, ну, грубо говоря, в тонком мире все заинтересованные силы получили документы. Товарищ такой-то, там, Петров, Сидоров, свою проблему решил, из черных списков просьба вычеркнуть, негативные ситуации отменить, да, подпись карма, да, или там представитель кармы такой-то, да. Эта информация прошла по тонкому миру, все, у человека судьба стала чище, да, от одной порции неприятностей он освободился. То, что мы изучаем, курс номер один — это освоение вот этого инструмента, который позволяет решать такие задачи. Да, причем это задача глобальная. То есть когда негативная программа мощная, она может и человека выбрасывать, да, в мир иной или уничтожать его судьбу. Да, в зависимости, опять же, от того, какие законы нарушены. Поэтому первое, что мы осваиваем, сам инструмент, который позволяет эти задачи решать. Да, ну и кто заинтересован и готов идти дальше, берем все, что касается судьбы, берем все, что касается внутреннего мира, и перебираем все запчасти, да, чтобы негативные программы в конечном итоге были полностью устранены. Да. Одна из глобальных целей развития в эзотерике как раз и есть достижение чистоты. А как следствие получение самых сильных, самых классных состояний, чувств, энергии, воодушевления, веры, да и всего хорошего, что есть в нашей душе. Да? Вот чтобы она пела от счастья, но, по крайней мере, ей нужно не мешать, да, не добивать ее негативными, не избивать ее негативными программами и воздействиями, да, а наоборот, вложить позитивный заряд, позитивные мысли, правильные мысли, которые раскрывают нас, да, в идеале, конечно, раскрывают полностью. Надеюсь, что наша встреча прошла недаром, и цель достижения чистоты, да, каким образом — это следующий вопрос, то ли вместе с нами в рамках наших учебных курсов, то ли в любом другом позитивном направлении, которое позволяет эффективно эти задачи решать. Но я надеюсь, что достижение чистоты, да, или в идеале кристальной чистоты, даже там каких-либо вообще помутнений нет. Вот достижение чистоты, путь к достижению чистоты — это очищение. Надеюсь, что эта задача стала более понятной, более близкой. Хотелось бы надеяться, что она будет превращена в цели, в действия и наилучшие результаты. Всем успехов и счастья. Спасибо.